Как насчет того, что все твое мое? Мы ведь женаты. Забыл? «Однажды в Вегасе» — американская романтическая комедия Тома Вона 2008 года с Кэмерон Диас и Эштоном Катчером в главных ролях. Фильм был снят на студии 20 век Fox. Название фильма обыгрывает американскую поговорку «Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе». Премьера состоялась в Бельгии и Франции 7 мая 2008 года. Первая неделя проката принесла создателям фильма около $51,3 миллиона. Сценарий увлекательной комедии создан Даной Фокс, женщиной, которую прославили истории о необычных способах поиска настоящей любви. Интересно, что сюжет фильма «Однажды в Вегасе» был позаимствован сценаристкой практически из жизни. Написать рассказ о незнакомцах, вступивших в брак в состоянии сильного алкогольного опьянения, Дане помог похожий опыт популярной певицы Бритни Спирс. Сюжет был несколько видоизменен Фокс, которая решила, что гораздо смешнее будет поженить незнакомцев. Результат показал, что она была права. В ролях: Кэмерон Диас, Джой Макнели, Эштон Катчер, Джек Фуллер, Роб Кордри, Стив Хейтер, друг Джека, Лейк Белл, Типпер, подруга Джой, Джейсон Судейкис, Мейсон, жених Джой, Деннис Фарина, Ричард Бенджер, босс Джой, Куин Латифа, доктор Твитчелл, семейный психотерапевт, Деннис Миллер, судья Вупер, Джой Макнели в исполнении Кэмерон Диас, успешный нью-йоркский биржевой брокер, ожидающая предложение замужества от своего парня Мейсона. Она привыкла все тщательно планировать и готовит ему сюрприз на день рождения. Неожиданно для Джой в этот вечер Мейсон бросает ее на глазах у десятков общих знакомых. Желая снять стресс, Джой вместе со своей подругой Типпер отправляется в Лас-Вегас. Там они знакомятся с Джеком Фуллером, которого играет Эштон Катчер, и его приятелем, хамоватым адвокатом Хейтером. Джек полный разгильдяй, ведущий себя как ребенок, и накануне уволенный с работы его же собственным отцом. Всех четверых по ошибке селят в один номер, и в качестве компенсации персонал отеля предлагает им номера в пентхаусе и купоны на увеселительные мероприятия. За выпивкой Джой и Джек рассказывают друг другу о своих проблемах, веселятся на бурной вечеринке, после чего проводят вместе ночь. На утро они обнаруживают, что женаты, и хотят сразу же развестись. После их откровенного разговора Джек случайно срывает джекпот в $3 миллиона с помощью фишки, которую дала ему Джой. Оба претендуют на единоличный выигрыш, но поскольку они женаты, этот вопрос решить на месте у них не получается. Судья Вупер в исполнении Денниса Миллера, ведущий дело о бракоразводном процессе, раздражен безответственностью обоих, в результате чего замораживает всю сумму на полгода. Более того, в соответствии с решением судьи, молодые люди должны делать все возможное, чтобы сохранить семью, в том числе посещать каждую неделю семейного психолога, ее играет Куин Латифа. Джой вынуждена поселиться в холостяцкой квартире мужа, где новоиспеченные супруги всячески отравляют друг другу жизнь. Вскоре они пытаются спровоцировать друг друга на измену. Джой устраивает Джеку вечеринку в его квартире в окружении красивых девушек. В отместку Джек находит ее бывшего жениха Мейсона, его прекрасно сыграл Джейсон Судейкис, и возвращает ему помолвочное кольцо Джой, говоря, что та еще надеется к нему вернуться. Для семейного психолога Джек и Джой поначалу пытаются изображать любящую пару, но та сразу разоблачает их ложь. В дальнейшем на сеансах Джек и Джой ведут себя естественно, искренне ссорясь по любому поводу, но при этом с каждым разом, по словам психолога, все более становясь похожими на настоящую семейную пару в процессе притирки. Со временем отношения пары постепенно улучшаются, и они уже не так уверены, что хотят выиграть процесс. Джой очаровывает родителей Джека, а тот, в свою очередь, своим чувством юмора подкупает шефа Джой в исполнении Денниса Фарины и становится героем дня на ее корпоративе. Джой узнает о том, что ее муж встречался с Мейсоном, надеясь спровоцировать ее на измену, и на суде она отказывается от своей половины выигрыша в пользу Джека и просит развода. Несмотря на повышение в компании, Джой неожиданно для всех увольняется с работы,
отключает телефон и уезжает, никому ничего не сказав. Джеку, чтобы вернуть свою любовь, приходится принять очень важное решение в своей жизни и сделать все, чтобы найти Джой. Интересные персонажи, то, чем в полной мере может похвастаться комедия «Однажды в Вегасе». Актеры подобраны прекрасно. В первую очередь это касается исполнителей главных ролей – Кэмерон Диаз и Эштона Катчера. И все это несмотря на номинацию на «Золотую малину» в 2009 году в категории «Худшая женская роль» Кэмерон Диаз и «Худшая экранная пара» Кэмерон Диаз и Эштон Катчер. Столь низко оцененная критиками игра актеров не помешала фильму «Однажды в Вегасе» сорвать кассовый джекпот в $219 миллионов при бюджете в $35 миллионов. Кэмерон Диаз играет красивую успешную брокершу, которая, несмотря на целеустремленность и прагматичность, никак не может устроить собственную личную жизнь. Блондинке, которую журналисты прозвали главной милашкой Голливуда, превосходно удаются комедийные образы, что доказывают картины с ее участием. «Все без ума от Мэри», «Очень плохая училка», «Свадьба лучшего друга». Главные герои фильма «Однажды в Вегасе» прекрасно смотрятся вместе. Неудивительно, что зрителям так нравится история необычной пары. Эштон Катчер – полная противоположность персонажу Диаз. Джек несколько инфантилен, склонен к спонтанным поступкам и необдуманным решениям. Но чем больше они узнают друг друга, тем меньше им хочется расставаться, в чем они не спешат признаться даже самим себе. Эштону Катчеру превосходно удаются роли легкомысленных парней, в чем можно убедиться, посмотрев комедии с его участием. «Где моя тачка, чувак?», «Больше, чем секс, молодожены». Шутки, звучащие в картине, весьма оригинальные, непредсказуемые и действительно способны вызвать искренний смех. Вы получите гарантированное удовольствие от просмотра данной комедии. Показывая войну главных героев за обладание джекпотом, фильм постоянно прибавляет в комизме ситуаций, чего стоит снятая дверь в туалете и убранная крышка унитаза. И количестве забавных моментов. Ключевая идея фильма заключена в одной фразе: «Лучше ничего не делать, чем делать то, что не нравится». Готовы ли вы следовать этому нехитрому рецепту счастья? Если вам нравятся неглупые смешные комедии, хотите поднять себе настроение и на 1,5 часа отключиться от текущих проблем, тогда включайте фильм «Однажды в Вегасе».